Всем привет! Сегодня я хотел рассказать о том, как я делал вот этот вот процесс рабочий на N8N для того, чтобы он подхватывал последние видео, напечатанные, к примеру, у вас на канале YouTube, и автоматически их публиковал в Telegram вашу группу, в Instagram и в Facebook. Это очень простой процесс, но с чего-то надо начинать. Так что вот его и рассмотрим. Значит, как видите, нод здесь совсем мало. Вот раз, два, три, четыре, 6, 7, 8, 9, 10. 10 нод. Самый простенький процесс. Я буду рассказывать про каждую ноду, и вы сами сможете это повторить в N8N и сделать такой же рабочий процесс. Первое – это RS Feed Trigger. То есть триггер, который запускает весь этот рабочий процесс. Этот триггер смотрит на ваш канал YouTube и все время проверяет там фид на канале YouTube и смотрит, вышло какое-то новое видео или нет. Как настраивается этот триггер? Первое. Где брать и добавлять ноды? Все вот эти квадратики, все вот эти вот штучки называются ноды. Вот эта нода, вот эта нода, вот эта нода. Первые ноды, которые всегда в рабочем процессе существуют, это нода, которая запускает весь рабочий процесс. Они бывают разными по времени, по какому-то событию, еще почему-то. Это мы уже раньше обсуждали. Вот это будет RS триггер, который запустит рабочий процесс, если появится новое видео на YouTube канале. Как добавить первую ноду? Вот заходите сюда на вот этот плюсик. Нажимаете, выбираете нода, которая вам нужна, ну, к примеру, вот эта. И вот она высвечивается, значит, делаете дубль-клик сюда, и эта нода где-то прицепилась. Если она просто так, вот она стала. Вот. Можно взять мышкой и таскать ее куда захотите, и настраивать как захотите. Я буду уже на рабочем процессе показывать, который, в принципе, активный, рабочий. Ну, как добавить каждую ноду. Следующую ноду, которую, к примеру, вам, если надо добавить какую-то другую ноду, хорошо, также берете ее, допустим, там, ну, вот эту ноду нам надо добавить, там, edit, вот она называется вот так, сейчас я ее тут скопирую как и покажу, как добавляется следующая нода. Дальше процесс будет просто повторяться. Допустим, нажимаем сюда на плюсик или сюда на плюсик, ну, если хотите к этой прицепить, то сюда. И тоже пишите название ноды, вставить, вот он его находит, два щелчка, дубль-клик, и вот появляется уже прицепленная нода. Всегда их можно отсоединить, то есть вот эту связь удалить, нажать на Delete, или наоборот присоединить второй раз, или переприсоединить эти ноды. Так как мне сейчас они не нужны, я их поудаляю. Всегда вот есть менюшка, вот где три точки сверху над нодой. Можно нажать и уйти вниз, и вот Del. Также само эту, или вот стоит Delete. Ну, в этой менюшке можно другие всякие штуки делать. Так что я привык так, и вы делаете. Первое. Эта нода должна искать, читать фид канала, YouTube канала. Это предназначено для этого. Я беру на примере моей рабочей ноды. И вот она написана, что она должна, допустим, каждый час в 0 минут, каждый час, можно сделать каждые полчаса, можно еще, ну, то есть выбираете вот время, когда вы хотите, чтобы она читала, можно больше времени дать между чтением, можно, если это ваш сервер и вам, ну, как бы это не мешает, можете хоть каждые 5 минут, хоть каждые 10 минут, все зависит от того, что когда вы ставите, сколько видео вы ставите. Она должна читать вот этот фид. Все вот эти фиды, так сказать, все вот эти команды я потом напишу в отдельном блоге и дам ссылку под видео на блог, где вы будете скопировать. Только будет, в общем, замылено будут мои конкретные данные, будет написано вставьте ваш id, то есть ваши данные вставите вы со своего канала. Вот, к примеру, где можно найти эту строчку, я вам напишу, как она выглядит, но теперь расскажу, как можно найти, где можно найти этот id, потому что строчка у всех одинаковая. Вот здесь W, YouTube, Feed, Videos, HTML, Channel, id, и вот здесь вы должны дальше будете вставить свой id канала. Вот после равно, только замените на свой id канала, и у вас все будет работать так же само, скопировавший и вставивший вот эту команду. Значит, где его можно найти? Во-первых, вы можете зайти на свой канал, настройки канала в творческой студии и пойти вот сюда, где написано URL канала.
Не путайте с собственным URL, который вот здесь находится. Вам надо URL канала вот этот, вот, который здесь после вот этой вот наклонной. Самые последние все значки и цифры после наклонной, это и есть URL канала. Еще можете открыть свой канал, прямо нажавший вот так вот на картинку. И вот здесь написано channel, наклонная, и вот URL канала. Я потом все эти команды, еще раз говорю, напишу вот на этом моем компьютерном сайте. Здесь создам блог и напишу все вот эти команды, которые вы можете просто скачать. Теперь продолжаем. Значит, любую ноду, которую вы настраиваете, вы можете их тестировать. Прямо так вот вы настроили, нажали вот сюда на тест. И если там что-то появилось, вот смотрите, он нашел титлы, линк, даты, автор. И вот показывает, что последнее видео на моем канале было вот такое. Что он взял? Название взял, линк, где находится этот, он берет и шорты, и берет обычные длинные видео. Потом дата публикации, кто автор и видео. И еще он потом даст нам этого самого. Ну, в общем, сейчас мы найдем еще ссылку на фотку. Нам нужна превьюшка обязательно. Этим и займется вот вторая нода. То есть первая нам выдала, что существует последнее видео такое, а вторая будет искать именно превью выбирает, вот я себе так и подписал. Знаете, как себе подписать ноду, если, ну, чтобы знать, что она делает, чтобы не было название такое, чтобы оно пояснительное было немножко. Значит, когда вы нажимаете вот так, то сверху вот здесь есть такой карандашик, вот здесь вы нажимаете и можете написать конкретно название той ноды, не так, как она называлась официально в N8N, а вы можете написать по-своему. И эта нода, вторая, она называется Edit File. Вот так вот она и называется, Edit Files. А я просто добавил, что она выбирает превью на канале, на YouTube, чтобы понимать, что она делает. Она делает то, что вот видео, и видите, берет и выбирает вот эту вот скопируйте и вставите, и выбирает конкретно и machen URL, то есть линк на картинку, которую она потом будет публиковать. Как это делается? Вот надо написать здесь, выбрать мануаль маппинг, здесь видео и здесь вот string, и вот эту вот занести штуку и занести вот эту штуку. Все это можно будет скопировать в описании. И если мы его запустим, то есть нода сработает, что получится? Уже теперь у нас есть конкретно название, у нас есть конкретное, вот, смотрите, линк, если мы его можем даже перейти и открыть и посмотреть, правильно ли это, да, правильно, вот идет прямо видео это, на которое указывает линк, и здесь еще у нас теперь получится URL картин. Чтобы посмотреть, правильно ли выбрало, то же самое можем скопировать, перейти по этому адресу и посмотреть. Вот видите, вот взяла URL картин. Это превосходно, потому что с этими данными мы точно сможем уже опубликовать что-нибудь в этом самом. Так, идем по следующей ноде. Следующая у нас называется Basic LLM Chain. Так, странно она немножко называется, но это есть такой, модель такая. OpenAI я пользуюсь, то есть вот где ChatGPT и все, я пользуюсь. Я показывал, как в OpenAI можно получить ключи в предыдущий. Значит, мы ставим, как ее ставим, так же само. Вот если мы найдем, вот вставляем, и вот она появляется. Видите, вы можете ее прицепить вот внизу, эту ноду. Что у нас здесь написано? У нас здесь надо заполнить такие вот, что, смотрите. Что в этом OpenAI? То он опытный маркетолог, то есть он по названию видео, и учитывая все вот эти данные, он должен нам составить описание для публикации. Чтобы не было просто название такое, а просто описание для публикации, опубликовать, как-то разрекламировать вот это вот видео. Соответственно, нам надо уставить system. Вот здесь такие есть промпт, потом есть системный промпт и user промпт. Вот эти вот поля нам надо обязательно заполнить. Значит, в системе мы напишем такую штуку, что там, к примеру, ты опытный SMM специалист. Твоя задача создать цепляющие посты для соцсетей, Telegram, Instagram, Facebook, так как мы будем публиковать там вот в Instagram и Facebook, чтобы продвигать новые видео в YouTube.
Пиши по-русски, так как это, если это будет по-испански или по-английски, значит напишите ему «пиши по-английски». Дело в том, что вот эти промпты, их можно писать на любом доступном языке, который вам удобен, а ему можно в промпте указать, на каком языке он потом должен делать публикации. То есть, если у меня есть другой канал рыболовный на испанском языке, я могу промпт сам написать не на испанском языке. В идеале вообще надо на английском промпте писать, но если не знаешь, то все равно уже как бы искусственный интеллект разберется. Но ему надо указать, что вот так и так ты делаешь то-то, то-то для такого-то канала, пиши на испанском языке, или там пиши на арабском языке, или на индийском, на чем хотите. Но факт в том, что он должен написать, использовать живой эмоциональный стиль, эмодзи и призыв к действию. Не используй хэштеги в тексте публикаций. Текст короткий, понятный, до 400 символов. Потому что, скажу честно, я не думаю, что кто-то будет очень много вчитываться в эти тексты. Но другое дело, что поисковым машинам эти тексты очень таки сканируются хорошо и продвигаются. Так что текст все равно нужен. Вот. И я пишу в конце, что при отдельности хэштеги в отдельной строке он должен написать. Вот. И вставляем сюда всякие данные. Как вот вставлять вот эти данные? Видите, что здесь есть такие зелененькие данные. Ну, вот. В конце ссылка, допустим, там укажи ссылку, да? Вот видите, вот зелененькая. А где эта ссылка, как бы взять? А это делается очень просто. К примеру, я сюда еще раз хочу вставить ссылку. Где у меня ссылка? Линк. Это и есть ссылка. Вот. Значит, если вот с этой стороны результат предыдущей ноды, с левой стороны, с правой результат выполненной этой ноды будет. Это я рассказывал в предыдущих видео. Чтобы вставить сюда вот этот вот ISON, title, link, берем вот просто на link, наводим мышкой, зажимаем и тащим сюда и здесь отпускаем. И вот смотрите, вот она вставилась. Понятно, я не буду запоминать, потому что это у меня уже 2 раза как бы она вставляется одно и то же. Мне это не нужно. Но факт в том, что как сюда что-нибудь затянуть. Берете результат с предыдущей ноды и тянете сюда. То, что вы хотите, чтобы здесь появилось. Значит, системный промпт у нас такой же самый. А вот, вот здесь, видите, ну как бы текст user prompt называется. Он в текстовом формате. Сюда в ссылке вот эти вот тягаются, так как я рассказывал, все, что зеленое, это все то, что перетащили с предыдущей ноды. Если вам нужно еще раньше какая-то там информация, потому что не все можно оттащить только с предыдущей ноды, можно и с предыдущей и еще более ранней. Для этого вот этими кавычками, вот этими птичками нажимаем, открываем, вот получаем предыдущие ноды и всякие, что там есть. И любое из этих данных, если оно нам нужно, мы можем взять и затащить вот сюда в текст. Поняли, да? То есть, что мы пишем ему в этом самом, вот здесь в тексте, который user-pro. Мы пишем, допустим, новое видео на канале и ставим название и вставляем сюда вот именно название. Вот где название? А вот титлы. Это и есть название. Теперь ссылка. Ссылку где мы берем? Да вот линк. Берем линк, вставляем. Вот и написано название. Вот новое видео на канале. Название. Стаскиваем сюда мышкой прямо вот название. Потом ссылка, чтобы люди понимали, о чем идет речь. И сюда затаскиваем ссылку. А вот линк это и есть ссылка. И пишем ему: создай короткий пост до 400 символов, чтобы привлечь внимание зрителя. Канал такой-то, допустим, Леонид Тимов, в скобках блоги о жизни в Аргентине, эмоции, наблюдения, реальность. Цель: привлечь внимание, вызвать эмоции, побудить перейти по ссылке. Стиль: живой, разговорный, с юмором, с иронией, без призывов жми на ссылку, чтобы не было там, как знаете, такое сухое, жми сюда, там не жми сюда, то есть, чтобы такие, то есть сразу указать и то, что ты хочешь, и то, что ты не хочешь. Вот. Можно провокационные фразы с эмодзи с каким-нибудь. В конце отдельной строкой вставив 10 релевантных хэштегов, начиная и, допустим, если это канал Леонид Тима, значит Леонид Тима, если канал про рыбалку, значит видео с Де Леон. Все, таким образом, когда нажмем сюда, он выполнит вот эти все промпты. И вот он уже написал, видите, вот он уже написал публикацию, которая будет, ну то есть текст, который будет опубликован. Что еще нам здесь надо настраивать? Нам здесь обязательно надо подключить, какой модели мы будем пользоваться. Допустим, я подключаю к OpenAI модели,
как зарегистрироваться в OpenAI. В предыдущих видео, по-моему, чуть ли не третье видео на канале, это как зарегистрироваться в OpenAI. Здесь что мы выбираем? Мы выбираем модель, потому что вот креденциаль OpenAI мы уже здесь регистрировали, это в предыдущих видео, мы знаем, как их получать. Теперь мы выбираем модель, от модели зависит цена. Ну и если для таких простеньких каких-то задач можно выбирать ChatGPT, допустим, 4.0 мини, по-моему, вот такой более-менее подходящий. Сейчас скажу, где он тут. Или вот 4.0 мини, он хорошо работает вот с такими всякими текстами. Или даже 3.5 турбо. То есть маленькое описание до 400 символов. Эти две модели, они очень дешевые, выполнят вам быстро, качественно и в то же время, ну, не потратят много вашего бюджета. Вот это мы выбираем в настройках. И еще выбираем вот это вот в этих опциях дополнительных. Надо выбрать до 400 токенов использовать, так как мы писали до 400 символов. Каждый символ это как бы токен. Вот мы указываем, что нам надо до 400 токенов. И температура, ну там, по-моему, тоже качество зависит от этой температуры. Я даже так совсем толком объяснить вам не могу, что за температура, как она влияет. Но вы можете попробовать, поставить единичку, поставить 0,8 и посмотреть еще раз, и какой текст будет вам выскакивать, и насколько вам будет нравиться, больше или меньше, и подберете. Я ставлю такую вот 0,8, мне показалось, что это самая нормальная такая температура для этих текстов. Значит, это у нас пошло, посмотрело на канале фид, появилось и новое видео. Это разложило весь этот фид и взяло еще нам, сделало линк на превьюшку на нас. Здесь получился искусственный интеллект, сделал нам описание для этого. И дальше мы идем в публикации. Публикация. Первая нитка идет в публикация в Telegram. Именно в Telegram, в канал, который, ну, можно там выбираете. Ваш личный телеграм, но я не думаю, что вам надо публикация в ваш личный телеграм. Можете и в личный на канал, можно на канал на какой-то, на страницу в телеграме на свой. Соответственно, дальше просто в Facebook, тоже на страницу, не в личную ваш Facebook, на страницу, которая у вас есть. И в Instagram. В Instagram публикуется вот так. Вот такие публикации публикуются двумя нодами обязательно. Ну, так вот, такие правила. Здесь у меня идет очистка хэштегов. Почему очистка хэштегов? Потому что сразу это выдает с хэштегами. Смотрите, если мы раскроем, вот в конце есть тут хэштеги. Но в Телеграме, как правило, хэштеги не применяются. Потому я создал вот такую, поставил специально еще ноду. Эта нода называется нода set. На всякий случай, чтобы вы понимали, я сейчас покажу, как она ищется, по каким названиям эта нода. Вот, если вы хотите найти эту ноду, эта нода называется set. Вот так. Set. Вот она. И берем эту ноду и этой нодой пишем ей вот такой вот код, который вы просто вставите сюда и будет делать очистку хэштегов. То есть раз. И в конце будет выскакивать уже, ну, для публикации без хэштегов. Сейчас я просто, как говорят, попало, сделал. Ну, и дальше сама публикация. То есть это нода Telegram. Для Telegram. Чтобы публиковать в Telegram, нам надо искать по Телеграму, но там будет много разных нод. Так что вот мы берем ноду, пишем Telegram здесь. Вот. Открываем Telegram, и здесь очень много всяких нод. Мне надо send a text message, то есть отправить, ну, типа текст в чат. Потому что тут их много. Ну, где у меня тут получается? Text message. Вот она. Send a text message. То есть, видите, тут их около 20, наверное, всяких нод. Так что надо тоже выбрать именно ту, которую надо. Потому что, может, вы фотку хотите отправлять, может, еще. Так как это будет текстовый файл, вот. И после того, как мы ее подсоединили, что мы здесь настраиваем? Во-первых, берем тоже этот самый id вашего канала, вставляем вот сюда чат. Потом подключаем ваш канал, вы выбираете токен. Токен можно, ну, я потом сделаю видео, если кому-то нужен, если кто-то не знает, как сделать токен для того, чтобы бот публиковал сообщение в ваш телеграм-канал. То есть вы до своего телеграм-канала должны подключить бота, который бесплатный бот телеграма. И после этого он вам даст вот access токен. То есть вот вы сюда вставите access токен.
подключите, это будет ваш чат-бот, и укажете чат id, то есть куда чат-бот будет публиковать. И тут простенько так, типа новое видео на ютубе, и вставить вот это вот менсахи, то есть вот просто затянуть сюда ваши менсахи, и все. И таким образом, допустим, когда мы нажмем сюда Executar Step, оно раз и опубликует. Все. Вот у меня уже звук в Телеграме сработал, что оно напубликовало, что на канале там-то, с таким-то линком вышло новое. Очень просто. Так же само срабатывает Facebook. Facebook, берем ноду Facebook, называется эта нода Facebook Grab, это так, API, ищем эту ноду Facebook, Facebook Grab API. Вот это и есть эта нода, которую мы добавляем здесь, и напрямую то, что нам составил искусственный интеллект, можем опубликовать. Как подключаем? Подключаем через свой API ключ. Прошлое видео буквально было, как добыть API ключ на Фейсбуке. Здесь настройки Default Host. Здесь HTTP Post. Надо выбрать, видите, здесь можно выбирать все. Вот выбираете Post. Здесь оставляете версию самую большую, ну вот, наверное, надо попробовать на 23, появилась недавно. Я тогда, когда выбирал и настраивал, было 22. Здесь вы указываете тоже id своей страницы в Facebook. Когда вы выбираете API ключи для Facebook, получаете, там полностью вам выдаются id для каждой страницы, куда годится этот ключ. Соответственно, вы выбираете этот id, ставите вот здесь, где написано node. Вот. Теперь feed выбираете, вот здесь пишите. И здесь надо вот эти вот два поля. Name, mensaje и value текст. То есть вот этот текст перетаскиваем сюда, и получается вот эта зеленая штучка. Вот смотрите, если я так уберу, вот, потому что тексты потом будут меняться. Вот я его теперь потяну, и вот он снова так стал. Тексты потом будут меняться, в зависимости от этой переменной будет меняться текст на каждом видео. Здесь link называется вот это имя. И здесь мы затаскиваем тоже линк. Где мы можем взять линк? Мы можем взять этот линк прямо в первый вот RS. Вот этот линк. Видите? Даже указано RRS Feed Trigger Link. То есть вот эта нода, которая первая RRS, она сразу давала нам линк. Вот этот линк мы перетаскиваем сюда. Все, больше в этой ничего не нужно в этой ноде. Вот раз, и он сейчас запубликует. Все. Выскакивает вот такой номер, это значит, что идите в свою страницу Facebook, там уже опубликовано. Есть. И теперь нам остается Instagram. Instagram, API ключи для Instagram такие же самые, как и для Facebook. Единственное, что для Instagram, для ваших страниц, там применяются другие то есть названия ваших страниц, другие номера. Здесь в первой ноде, что у нас есть? Значит, вам нужно в первой ноде будет скопировать вот этот URL и заменить на после номера 18 версия 0 и потом кривая дуга такая, там вставляется номер вашей страницы на Instagram. Вот этот номер вы должны будете заменить. Вот этот вот номер, вот до медиа, вот этот. Вам нужно будет заменить. Понятно, я этот номер замылю. Вы вставите туда свой, между этими наклонами. Теперь, здесь мы практически ничего не меняем. Здесь видим, вот, send body должен быть включенный, форма, USIN файл, вот это все выбирается из менюшки. И внизу вставляем для публикации URL, Imagen URL, то есть мы сюда будем уже публиковать как бы линк на фотку. Где мы возьмем линк на фотку? Мы возьмем во второй ноде линк на фотку. Вот этот вот. Даже написано Edit File, выбираем URL Preview. Вот этот линк, который мы затаскиваем сюда. И потом Name Caption. И сюда текст. Текст, который вот этот, который создал нам искусственный интеллект. Это первая нода, больше тут никаких особых. Да, Access Token. Угу, точно. Еще внизу надо вот name access токен. И здесь токен, который API токен, который вам выдал Facebook. Это вот этот API токен вставляется вот сюда. То есть API токен вставляется сюда, а вот здесь вставляется id вашей Instagram страницы. И
эта первая нода будет подготавливать публикацию, а вторая нода будет публиковать. Вот написано, что первая нода подготовила вот эту публикацию, то есть вот уже сработало. А сама публикация происходит вот снова такой же самый, как бы, нода такая же самая повторяющаяся, но по-другому оформлена. Вот смотрите, копировать. Это вот эти ноды, они находятся вот так вот, вставляем сюда название, вот они. Вот эти вот ноды. Две одинаковых ноды установлены последовательно друг против друга. Первая подготовила публикацию, вторая публикует эту публикацию. Вот здесь метод post. Здесь повторяется тот же самый URL, который был в первой ноде. Здесь ничего, и здесь выбираем валы. Вот этот is-on-it с первой, вот он, с первой ноды, вот, которая была подготавливала публикацию, вот это мы затаскиваем сюда. Здесь то же самое access токен и той же самый API токен Facebook, который в предыдущем видео я рассказал, как берется. И если мы нажмем посмотреть экзекутар, оно вот все написало, что публикация выполнена. Да, я после этого пойду и все эти публикации поудаляю, потому что они уже получаются дублированный метод для того, чтобы я снял видео. Еще что нам нужно обязательно в этом проекте. Для того, чтобы он работал, мы сначала проверяем, запоминаем, вот все запомнить, и включаем вот активно и неактивно. Если мы хотим, чтобы он был активным, он все время работал, заходил каждый час, смотрел, если новое видео, и публиковал, оставляем его актив. Я вам рекомендую всегда после того, как вы закончили делать какой-то проект, и он у вас уже работает, вы берете, нажимаете вот эти три точечки сверху, Download, и сохраняете на компьютер этот проект. Называете, как он у вас выглядит. Поменять имя тоже можно вот здесь, вот, к примеру, здесь YouTube Леонид Тимов, соцсети. Понятное название для меня, и под таким же именем я его запомню. Что если у вас что-то случилось с вашим сервером, или вы переставились куда, вам не надо будет все это собирать по-новому, вы просто потом сделаете, вот как есть download сохранить, так есть и import from file. То есть вы из файла, который вы запомнили, можете быстро восстановить этот проект и просто импортировать его и запустить. Так же само вы делаете, если, к примеру, у вас 2, 3 и больше каналов. Вам нужно часто повторить все это, чтобы на каждом канале. Вам не надо на каждый канал строить снова. Вы просто импортируете, называете, что это для другого канала, меняете кое-какие настройки наподобие id канала и это самое API ключи Facebook, то есть даже не API ключи Facebook, а id страниц в Фейсбуке или в Инстаграме, и все. И у вас все то же самое работает. Кое-какие корректировки, и у вас уже все работает на другой канал. Еще не забываем делать такую штуку. Заходим в проект, когда вы создаете какой-то проект, заходите в сеттинг. И я вам рекомендую обязательно здесь вот менять тайм-зону. Таймзона, и здесь вы можете выбрать, где вот мне нужно Аргентина, Буэнос-Айрес, вы можете выбрать свою, иначе эта таймзона там какая-то нулевая или американская будет стоять, и в конечном итоге он будет работать не в то время, когда вы запланировали. К примеру, если вы эту таймзону не поменяете, у вас будет такая проблема, что вы думаете, что у вас все окей, вы планируете, чтобы в 22 часа там у вас произошла какая-то публикация, она произойдет совсем в другое время, потому что у него не та так. Так что я раньше тоже на это не обращал внимания и все время думал, почему оно не в то время публикует. Надеюсь, тут все понятно с этим делом. Описание полностью, как это все, вот этих всех команд, которые внутри стоят, я оставлю в описании под видео, и зайдете и почитаете. Можете будете скопировать, поставить только свои ID своих страниц и все повторить. Всем пока, подписываемся и до следующих видео.